Последнее селфи. Джереми Такер ненавидел глупые мемы и социальные сети. Он был тем самым занудным дядюшкой, который на семейных обедах брюзжал о молодежи, уткнувшейся в телефоны. В свои 42 он гордился тем, что никогда не делал селфи и не имел аккаунта в Инстаг. Но именно это, возможно, спасло ему жизнь в тот странный четверг. Все началось с того, что его племянница Эмили опубликовала очередное селфи в своем блоге. Обычное фото, девушка, утиные губки, модный кофе на фоне. Через час Эмили исчезла. Просто растворилась в воздухе посреди торгового центра. В тот же день пропали еще 300 человек по всему городу. Общее у них было одно – все они выложили селфи в сеть за час до исчезновения. «Чёртова эпидемия селфи-исчезновений», – ворчал Джереми, листая новости. Власти терялись в догадках, соцсети бурлили теориями заговора, а количество пропавших росло в геометрической прогрессии. Будучи единственным в офисе человеком, не имеющим привычки фотографировать себя, Джереми внезапно стал самым популярным сотрудником. К нему постоянно подходили коллеги с просьбой сфотографировать их, селфи теперь считались опасными. «Джереми, будь другом, щелкни меня на фоне этого графика продаж», — конючила Сьюзан из бухгалтерии. «Только не селфи, упаси Боже, не селфи». К концу недели город превратился в сюрреалистическую антиутопию. Люди заклеивали фронтальные камеры телефонов, а производители спешно выпускали модели без этой функции. Компания Apple представила IPHO 15 No Self Edition, первый смартфон с юридически заверенным отсутствием возможности делать селфи. Джереми наблюдал за этим безумием с мрачным удовлетворением. «Я же говорил», — повторял он, глядя на опустевшие улицы и заброшенные кафе, где раньше тусовались инфлюенсеры. Разгадка пришла неожиданно. В его квартиру постучали поздно вечером. За дверью стояла Эмили, его пропавшая племянница. Только выглядела она иначе, словно была нарисована в другом разрешении. «Дядя Джереми», — сказала она голосом, похожим на автоматический перевод ГУК. «Мы должны предупредить всех». Выяснилось, что каждое селфи создавало крошечную трещину в ткани реальности. Миллиарды селфи по всему миру открыли портал в измерение, населенное существами, питающимися цифровыми образами людей. И теперь эти существа начали собирать свой урожай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям о канале. Подкиньте пару-тройку монет, номер карты под видео и в информации о канале. Эмили нервно теребила край своей полупрозрачной футболки, которая словно мерцала в свете лампы. «Понимаешь, дядя Джереми, они как программисты, только программируют реальность. Называют себя пиксели. И я им показалась забавной. Она издала звук, похожий на глич в аудиофайле. Они оставили меня в качестве бета-тестера». Джереми потер виски. Бета-тестер чего? «Их социальной сети». Эмили горько усмехнулась. «Представляешь? Существа из другого измерения создали что-то вроде Инстаг для похищенных людей. Только вместо лайков там части твоей души. И чем больше лайков получаешь, тем более настоящим становишься в их мире». И ты? «Я набрала много лайков». Эмили подняла руку, сквозь которую просвечивала стена. «Достаточно, чтобы иногда проходить сквозь грань между мирами. Остальные, те, кто не набрал популярность, они становятся чем-то вроде эмодзи в их системе». Джереми почувствовал, как по спине пробежал холодок. А почему ты пришла именно сейчас? «Потому что завтра они планируют глобальное обновление». Эмили посмотрела на дядю своими теперь уже пиксельными глазами. «Они собираются запустить новый алгоритм. Каждое фото, где есть лицо человека, даже если это не селфи, станет порталом. Они хотят собрать всех, абсолютно всех». Джереми схватился за голову. Годами он ворчал на соцсети, а теперь должен был спасти мир от межпространственной версии Facebook. Вселенская ирония. И как нам их остановить?
спросил он, машинально открывая ноутбук. Дядя, ты же программист. Эмили возбужденно замерцала. Пиксели, они как вирус, цифровой вирус. Им нужен определенный формат данных, чтобы создавать порталы. Если мы сможем изменить стандарт передачи изображений. Джереми уже печатал, его пальцы летали над клавиатурой. Что-то вроде глобального патча для интернета. Изменить метаданные всех фотографий разом. Да, Эмили подлетела к экрану, буквально проходя сквозь стол. Только нужно успеть до полуночи. У нас. Она посмотрела на свою полупрозрачную руку, где вместо часов мерцали цифры, меньше 3 часов. Они работали как одержимые. Джереми писал код, а Эмили подсказывала особенности пиксельной реальности. Оказалось, что существа из другого измерения использовали уязвимость в самой структуре цифровых изображений. Что-то связанное с координатами точек распознавания лиц. Погоди, вдруг остановился Джереми. А что будет с теми, кто уже там? С тобой что будет? Эмили мерцанула, став почти прозрачной. Я не знаю, но мы должны остановить их. Иначе они заберут всех. Даже тех, кто никогда не делал селфи. Секунды о надежде автора прожить своим трудом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям о канале. Подкиньте пару-тройку монет, номер карты под видео и в информации о канале. В 23 часа 58 минут Джереми занес палец над кнопкой Enter. Код был готов, вирус, который должен был изменить структуру всех цифровых фотографий в сети, сделав их нечитаемыми для существ из другого измерения. «Прощай, дядя», — улыбнулась Эмили. «И прости за все те разы, когда я называла тебя занудой». Джереми нажал Enter. Интернет моргнул, по всему миру на долю секунды погасли экраны смартфонов. А потом мир взорвался селфи. Буквально. Миллиарды фотографий, застрявших между измерениями, хлынули обратно в реальность. По улицам городов бежали люди, настоящие, во плоти, но с остаточным цифровым свечением. Они выпадали из экранов телефонов, появлялись из ноутбуков, материализовывались из рекламных щитов. Джереми сидел в своей квартире, наблюдая через окно за этим световым шоу, когда его телефон завибрировал. Он достал его и увидел входящее селфи-сообщение. На фотографии была Эмили, уже нормальная, из плоти и крови, но с едва заметным пиксельным ореолом вокруг головы. Подпись гласила: «Угадай, кто теперь может делать селфи в 2 измерениях сразу». Через неделю мир более-менее пришел в себя. Газеты назвали это великим селфи-апокалипсисом. Facebook выпустил официальное извинение за технические неполадки. Apple спешно отозвала свой iPhone 15 No Self Edition. Выжившие из цифрового измерения основали саппорт-группу «Пиксельные анонимные». Некоторые из них все еще светились в темноте и могли проходить сквозь Wi-Fi роутеры. Другие научились использовать свои новые способности, например, моментально отправлять себя по электронной почте вместо того, чтобы стоять в пробках. Эмили стала местной знаменитостью. Она открыла первое в мире межпространственное селфи-кафе, где посетители могли сфотографироваться одновременно в 2 измерениях. Ее Instagram-аккаунт набрал миллионы подписчиков. А Джереми, что ж, он все еще ненавидел социальные сети. Но теперь на его рабочем столе стояла необычная фотография. Он и Эмили, оба улыбаются, а фон переливается всеми цветами цифровой реальности. И да, это было селфи. Первое и последнее в его жизни. Говорят, где-то в глубинах интернета пиксели создали свою собственную социальную сеть. Говорят, если долго всматриваться в экран телефона в полнолуние, можно увидеть их посты. Но это, конечно, просто городская легенда. Наверное. Особенно популярным среди вернувшихся стал новый вид селфи – фантомные фото. Если сфотографироваться ровно в полночь, на заднем плане можно было увидеть причудливые узоры пиксельного мира, переливающиеся цифровые водопады, парящие в воздухе фрагменты кода, геометрические фигуры, существующие в 4 измерениях одновременно. Джереми, вопреки своим прежним убеждениям, начал изучать этот феномен. Как программист, он не мог устоять перед загадкой межпространственного кода.
Вместе с группой таких же энтузиастов он основал Институт цифровой метафизики. «Понимаешь, дядя», — объясняла Эмили, помогая ему настроить оборудование для очередного эксперимента. Пиксели не были злыми. Они просто коллекционеры. Как дети, собирающие красивые камушки на пляже. «Камушки обычно не исчезают из своей реальности», — проворчал Джереми, но уже без прежнего раздражения. Исследования показали удивительные вещи. Оказалось, что цифровой мир существовал параллельно с нашим с самого начала компьютерной эры. Пиксели были чем-то вроде его коренных жителей. Они веками наблюдали за развитием человеческих технологий, пока селфи-мания не создала достаточно тонкую грань между мирами. В своем дневнике наблюдений Джереми писал: День 67 обнаружили, что остаточное свечение у вернувшихся не просто побочный эффект. Похоже, это своего рода цифровой загар. Некоторые научились управлять им, создавая вокруг себя защитное поле от спама и нежелательной рекламы. Забавно, мы годами искали идеальный антивирус, а решение оказалось в межпространственной косметике. Эмили тем временем развивала свой бизнес. Ее кафе превратилось в сеть Pixel Perfect, первую в мире франшизу заведений с дополненной межпространственной реальностью. Посетители могли не только делать уникальные фотографии, но и попробовать цифровой латте-кофе, который при определенном ракурсе превращался в каскад светящихся пикселей. Знаешь, что самое забавное? Сказала она однажды, угощая дядю новым экспериментальным напитком. Мы все боялись искусственного интеллекта, восстания машин, порабощения человечества. А в итоге чуть не погибли из-за любви к селфи, и спас нас самый большой ненавистник социальных сетей. Джереми хмыкнул, разглядывая свое отражение в пиксельной глади кофе. Технически нас спасла твоя одержимость селфи, если бы ты не стала их бета-тестером. Они помолчали, наблюдая, как по стенам кафе пробегают цифровые узоры, остаточное явление той реальности. Каждый вечер в это время грань между мирами становилась тоньше, и можно было увидеть проблески того, другого измерения. Год спустя Джереми опубликовал книгу «Селфи с вечностью. Путеводитель по цифровому измерению». Она мгновенно стала бестселлером, особенно после того, как читатели обнаружили, что некоторые страницы при определенном освещении показывают трехмерные голограммы пиксельного мира. В эпилоге он написал: Мы думали, что делаем селфи, чтобы показать себя миру. Оказалось, мы невольно создавали мост между реальностями. Каждая фотография была кирпичиком в этом мосту. И теперь, когда мост достроен, остается только гадать, что или кто еще пересечет его в будущем. А в это время где-то в глубинах интернета, в измерении, состоящем из чистого кода, существа, называющие себя пикселями, создавали новую социальную сеть. На этот раз они решили сделать все правильно, с понятным пользовательским соглашением, надежной защитой данных и строгим запретом на похищение пользователей. Говорят, если внимательно присмотреться к глюкам в Инстаг или странным сбоям в ТОК, можно заметить их рекламные баннеры. Они выглядят как обычные всплывающие окна, только текст на них написан на языке, который существует одновременно во всех измерениях. Джереми иногда получает от них сообщения. Технические вопросы, просьба о консультации, приглашение на бета-тестирование новых функций. Он всегда отвечает вежливым отказом. Но иногда, поздно ночью, когда город засыпает и цифровой шум становится тише, он открывает свой ноутбук и пишет код. Код, который существует на грани между реальностями. А Эмили, она до сих пор единственный человек, который может делать селфи одновременно в обоих измерениях. И если вы когда-нибудь увидите в своей ленте фотографию, где задний фон кажется слишком живым, слишком цифровым, присмотритесь внимательнее. Возможно, вы тоже увидите то, что скрывается по ту сторону экрана. Несколько секунд отважной надежды автора прожить своим трудом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям о канале. Подкиньте автору пару-тройку монет, номер карты под видео и в информации о канале.